Всем добрый день! Сегодня будем шить вот такую интересную сумочку. Как такие листья пришить, покажу вам. Как сделать вот такие стеганые бочка. Как вшить молнию, подкладку, чтобы все было аккуратненько. Если посмотрите внимательно это видео, сможете пошить такую сумочку. Ручки такие крепкие. Смотрите видео дальше. Шейте, девочки, себе красивые сумочки. Шить буду вот по этой выкройке. По ней я уже шила несколько сумочек. Вот написано с фермуаром. На это не обращаем внимания. Сегодня будем шить без фермуара. 11 сантиметров, 14 и 27 сантиметров. Это размеры без швов. На швы прибавите сами. Бочок 14 сантиметров, 27. Донышком 28 на 14. Вот точно по этой выкройке я шила вот эту сумочку. Она мне нравится очень. Но я хочу чуть-чуть сделать больше. Поэтому буду прибавлять вверх и по бокам, ну, сантиметра по полтора, может быть, по два. Это летняя сумочка, а эта сумочка будет и в дождь, и в снег, и в любое время года. Вот такая вот, я считаю, универсальная будет она у меня. Не маркая. Начинаем кроить. Ткань у меня позволяет, поэтому я донышко отдельно выкраивать не буду. Вот так приложила. Здесь по сантиметру прибавлю по бокам. Вверху 2 сантиметра. И бочок также по бокам по сантиметру прибавлю. Вверх 2 сантиметра. Здесь делаем надсечку. Серединка бочка. Здесь делаем надсечку. Именно бочок будет вшиваться и будут совмещаться вот эти вот надсечки. И на одной детальке делаем здесь надсечки. Здесь сверху будет пришиваться карман. Именно во всю детальку, во всю ширину. Вот такой карман. Здесь будет подкладочка. Вовнутрь вставлю не только сюда в карман, но на все детальки. Сейчас скрою, ну, старое драповое пальто, чтобы сумочка держала форму. И когда здесь вот буду отстегивать, а вы можете отстегать, например, переднюю часть сумочки без кармана или бочка, ну, кому как захочется. Вот так выглядит наш карман. Внутренняя часть, подкладка, драп. Драп короче на сантиметр. Складываем, прошиваем. И этот край будет такой же чистый, как и верхний. Потому что здесь шва нету. И этот карманчик вот так наложится и отстрочится. Ну а здесь я хотела отстегивать. Ну вот попробую на кусочки. Может быть, какие-то сделаю домики при помощи строчки. Может быть, двойной иглой. Потом покажу. Карман у меня вот такой обычный будет. А вот бочка я решила отстегать кубиками. Можно при помощи вот такой лапки. Ну вот как-то вот таким образом мне нравится больше. Тонким мелом расчертила на ширину линеечки. И двойной иглой буду отстрачивать. В одну сторону, потом в другую. Внизу у нас драп. Ткани склеила между собой слегка клей-карандашом. Строчим не особо торопясь, чтобы вот эта линия меловая находилась прямо вот по центру лапки. Отстрачивать вот таким образом очень легко, быстро, и вы знаете, прям вот получаешь эстетическое, как говорится, удовольствие. Совершенно несложно. Но, конечно, надо знать некоторые тонкости. Вот одна из них. На моей модели, на машинке, вот этот усик металлический для заправки нитки идет только справа.
Поначалу я заправила обе нитки туда. Получается, нитки трутся между собой и образуется на нитках такой катышек. И поэтому очень часто надо перезаправлять, мучение целое. Значит, что я придумала? Вот сюда 2 нитки я заправила, сюда заправила 1, а вторая вот свободно ходит, и ничего страшного. Машинка шьет прекрасно, никакой катышек на нитках не образуется, и все прекрасно получается. Сметала основную детальку с уплотнителем. Это у нас донышко. Ну вот чуть выше приметала карман. Сейчас прострачиваю карман и вшиваю боковые детальки. Вот серединка бачка, серединка донышка. Совмещаю, скалываю и пришиваю бачка. Так, не буду я торопиться пришивать бачка. Карман думала с лицевой стороны, но он такой обычный, простецкий карман. Будет он с другой стороны. А на передней стороне сумочки решила вот такие нашить листья. Тем более вот у меня прекрасные драпы, прям по цвету подходит, просто идеально. Ну как-то вот так вот в хаотичном порядке, крепкими, хорошими ниточками поотстрачиваю посерединке и так вот типа прожилочек сделаю. Начинаем с веточки, делаем прожилку, возвращаемся, делаем второй раз. Посерединке опять прожилка, возвращаемся. И вот таким образом с одной стороны делаем, и потом прожилки с другой стороны. Получается, все строчки прострочены 2 раза. Вот с такими листьями теперь наша сумочка будет веселее. Вшиваем бачка. На закруглениях бачка по основной детальке делаем надсечки. Теперь шьем ручки. Ширина в крое 10 сантиметров, длина 58 сантиметров. Вовнутрь располагаем уплотнитель шириной 3,5 сантиметра. Можно проклеить для удобства. Загибаем сантиметрик с одной, с другой стороны. Складываем и отстрачиваем. Отмеряем сантиметров 7-8. Складываем по ширине и отстрачиваем поперек и вдоль ручек. Вот такие получились ручки. Крепкие, толстенькие, приличные. Пришиваем от центра по 7 сантиметров. Между ручками 14. Занимаемся подкладкой. Подкладку можно кроить по той же выкройке, что и верхняя часть. Но мы будем кроить немножко по-другому, потому что нам будет удобнее, если подкладка, вот швы будут идти по бокам, чтобы легче было вшить молнию.
выкраиваем. Вырезаем две вот такие обтачки. Ширина 5 сантиметров. Длина равняется ширине подкладки и ширине сумки. Ну, плюс тут швы. Накладываем эту обтачку на лицевую сторону молнии. Пришиваем. Здесь 4 сантиметра свободные на обтачке. И здесь 4 сантиметра свободные. Край молнии упаковываем. Накладываем теперь на подкладочку и шов в шов пришиваем, чтобы эти срезы оказались внутри. Также поступаем и со второй стороной. Вот так у нас получилось. Здесь отстрачиваем. Здесь совмещаем вот эти вот строчечки. И стачиваем сбоку, внизу. И с этой стороны также. Здесь оставляем прореху. Здесь складываем, формируем донышко и прострачиваем на ширину нашей выкроечки. Будет донышко. А твердое донышко мы пошьем, и оно будет не внутри запакованное, а просто внутри сумочки будет лежать. При желании его можно будет вытащить. Потому что сумочка тряпичная, и ее надо будет стирать иногда. А донышко все-таки будет с картонкой. Сумка на изнаночную сторону. Вкладываем вовнутрь подкладку, лицевая к лицевой. Бачок, надсечка. Надсечку совмещаем со швом на подкладке. Здесь, здесь. И все скалываем по периметру. Вот почему важно, чтобы ширина сумки равнялась ширине подкладки. Стачиваем и выворачиваем через прореху. Сумочка почти готова. Вот здесь просится отстрочить, чтобы вот это все сюда не выворачивалось. Вот так вот все в круговую отстрачиваю. Прореху зашила. Вот такое донышко. Все прекрасно. Все аккуратненько. Все стыковочки. Объясняла подробно. Надеюсь, вам все было понятно. Так, ну карман, конечно, у меня тут знатный. Вам такой карман делать не обязательно. Просто изначально я этот карман думала сделать на лицевую сторону. А потом передумала. И решила, пускай этот карман будет внутри. Ну и, конечно, эти листья очень украшают сумочку. И так хорошо я подобрала этот драп. Прям вот по цвету. Очень нравится. А листочки, получается, я обработала над свечкой, чтобы они не распускались. Вот эти. На сегодня все. До свидания. Всего доброго.